Здравствуйте, друзья! 10 мифов об истории древнего мира. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Михаил Поликарпов. Советский учебник по истории древнего мира для 5 класса утверждал, что в горах, где берут начало притоки Нила, тает снег. Бурные потоки воды несутся в реку, размывая горные породы. Но учебник географии для 6 класса был с ним в этом вопросе категорически не согласен. И это не единственная ошибка, которую можно было вынести из уроков истории. Заблуждение 1. В последнюю ледниковую эпоху на месте Сахары была саванна, где водились многочисленные стада диких животных. В любой ледниковый период климат на Земле становился в целом более сухим. Влага сосредотачивалась в ледниках, сокращалась площадь морей и океанов, уменьшалось испарение. Поэтому и в последнюю ледниковую эпоху на месте Сахары была пустыня. Еще более суровая и страшная, чем сейчас. Цветущей саванной эти территории были позже, во времена Атлантического оптимума, 8-4 тысячи лет до нашей эры, когда климат стал более теплым и влажным, чем раньше. Заблуждение 2. Древнеегипетские пирамиды были построены рабами. Хотя рабство в привычном для нас понимании в Древнем Египте существовало, пирамиды строили отнюдь не рабы. Это были свободные наемные рабочие, объединенные в бригады. Строители одного из чудес света имели хорошее и разнообразное питание, а также обеспечивались медицинской помощью. Заблуждение 3. Античные мраморные статуи были белого цвета. В наших музеях можно увидеть одноцветные статуи и их копии. Такими мы привыкли их видеть и на страницах учебников. Но, как показали недавние исследования найденных античных мраморных статуй и их обломков, все они были раскрашены, имитируя человеческое тело. Ранее это было неизвестно, и поэтому в эпоху Возрождения и в новое время, подражая античным скульпторам, изготавливали одноцветные статуи. Это и стало нашей культурной традицией, и современные памятники, как правило, монохромны. Следы краски на античных статуях и зданиях находили еще в конце XIX века, но тогда это открытие не получило широкой известности. Заблуждение 4. В битве при Фермопилах с персами сражались 300 спартанцев царя Леонида. Греческая армия в битве при Фермопилах в 480 году до нашей эры насчитывала несколько тысяч воинов, а 300 спартанцев, которые были в ее составе, остались прикрывать отход основных сил после того, как стало известно, что предатель помог персам обойти позицию греков. Заблуждение 5. В македонской фаланге воины первого ряда несли копья длиной 2 метра. Далее копья удлинялись до 6 метров в последних рядах. Воины в последней линии клали оружие на плечи воинам передних. Все сарисы, копья, были одной длины, вероятно около 5 метров при македонском царе Филиппе и при Александре Македонском, и до 7 метров в более поздних эллинистических фалангах. Воины держали копья 2 руками, а небольшой щит висел на левом предплечье и поддерживался шейным ремнем. Вооружать армию копьями разной длины было бы как минимум непрактично. Если делать свои копья для каждого ряда, появится серьезная проблема взаимозаменяемости солдат. Заблуждение 6. Римские легионеры времен республики носили кожаные либо пластинчатые панцири и полуцилиндрические щиты. Большой древнеримский щит скутум имел 2 ручки. На самом деле во времена республики легионеры носили бронзовые нагрудники либо стальные кольчуги. У офицеров могли быть и анатомические панцири. Пластинчатые панцири лорикас комментата появились лишь в армии Римской империи в 1 веке нашей эры и долгое время сосуществовали с кольчугами. Классические, привычные нам полуцилиндрические щиты появились в римской армии тоже лишь во времена империи. До того щит был сначала изогнутым овальным, затем у него срезали нижнюю и верхнюю стороны, и лишь потом он превратился в полуцилиндр. Кстати, другой неточностью большинства иллюстраций легиона является очень небольшое количество легко вооруженных солдат. Во II веке до нашей эры на 3000 тяжело вооруженных легионеров приходилось 1200 велитов. В более древних легионах доля легко вооруженных была еще выше.
то есть на манипулу воинов тяжелой пехоты, гастатов либо принципов, из 120 легионеров придавалось 40 велитов, дротикометателей, и на 60 триариев тоже 40 велитов. А учитывая то, что велиты сражались в рассыпном строю, зрительно они должны занимать примерно такое же пространство, что и легионеры в сомкнутом. Кожаные панцири римские легионеры не носили. Возможно, такими могли быть поддоспешники. Что касается древнеримского щита скутума, то он был изготовлен из дерева, обтянут холстом и кожей и имел металлические детали – умбон и полосу по краю. Всего он весил 8-10 килограммов. Однако римский воин носил его кулачным хватом, у щита была только одна ручка. Две рукояти имел круглый щит древнегреческого гоплита. Заблуждение 7. Сражения древнего мира отличались ожесточенностью, обе стороны несли большие потери. На самом деле есть целый ряд сражений древнего мира, где точно учтенные потери победителей и проигравших отличаются в десятки раз. Например, в Марафонской битве в 490 году до нашей эры погибли 192 афинских воина и 6400 персов. Во время лобового столкновения стороны несли, как правило, не очень высокие потери убитыми. Могло быть много раненых, но в целом щиты и панцири достаточно хорошо защищали воинов. Большие потери несла одна из сторон, когда ее воины обращались в беспорядочное бегство. Заблуждение 8. Поединки гладиаторов обычно заканчивались смертью одного из бойцов. На самом деле в Древнем Риме были различные виды кровавых зрелищ на арене. Так, если на арене были звери, то специально подготовленные охотники могли устроить настоящую бойню на потеху публики. Практиковалась публичная казнь преступников, иногда проводились массовые кровавые схватки, в которых принимали участие осужденные на смерть преступники либо военнопленные. Но они не проходили обучение как гладиаторы и были фактически одноразовыми солдатами. А гладиаторы, которые прошли серьезную подготовку, были дорогими бойцами. Популярными, словно современные рок-звезды. Многие из них прошли по несколько десятков боев. Это значит, что вероятность погибнуть в схватке составляла несколько процентов. Впрочем, эти цифры менялись в различные века. Да, это был не рестлинг, а смертельно опасный спорт, но не намного более смертельный, чем, скажем, гонки на колесницах. Заблуждение 9. Гребцами на древнегреческих и римских боевых кораблях были рабы. На самом деле гребцами на военных греческих и римских кораблях были свободные граждане, которых нанимали за деньги. Поэтому, например, сцена из фильма «Бен-Гур» не могла происходить в действительности, не говоря уж о том, что в первом веке нашей эры римлянами не с кем было воевать на Средиземном море. В этом фильме было придумано 90% вранья, что, собственно, и является отличительной особенностью сынов Израиля. Военнопленные, рабы и каторжники стали массово использоваться как гребцы на галерах только в Средневековье и новое время. Заблуждение 10. Рабство было основой экономики Римской империи. На самом деле точные цифры рабов нам, конечно, неизвестны, но определенный консенсус в этом вопросе у исследователей сложился. По мнению известного историка экономики Ангуса Мэдисона, который подробно изучил вопрос, к 14 году нашей эры, дата смерти императора Августа, на 44 миллиона жителей империи приходилось 4,5 миллиона рабов. В Италии доля их была действительно велика. На 4,5 миллиона свободных приходилось 2,5 миллиона рабов. Многие из них домашние слуги у знати. В Африке римского времени рабство использовалось в меньших масштабах по сравнению с более поздними мусульманскими временами. И в римском Египте количество невольников составляло менее 11%. То есть абсолютное большинство людей, занятых в экономике империи, были свободными людьми. К слову, выбранная дата смерти императора Августа, не случайна. Фактически на его правление приходился пик завоевательных войн, дававших большой приток дешевых рабов. По мере того, как войны прекращались, поток невольников сокращался, и цены на них сильно росли. Экономику на дорогих рабах построить было невозможно. Школьный учебник дает сильно упрощенную картину древнего мира. И это объяснимо. Очень тяжело вместить 3500 лет в одну книгу.
подробно изучить заинтересовавшие его периоды и темы каждому предстоит самостоятельно. Мы постоянно верим во что-то, это нам свойственно. Мы свято верим в то, что услышали когда-то, и что нам еще добрую 100 раз повторили разные люди. Так рождаются заблуждения, которые не имеют иногда под собой никаких оснований. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи – Михаил Поликарпов. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.